Здравствуйте всем, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, я, Леха, Хартплау, Зомби Чес, как всегда, там что-то приготовил, 10 видео, которые напугают Страшилка людей пугают эти 10 видео, вот. Здесь очень страшно. Ребят, у меня к вам, ко всем, очень большая просьба. У нас не за горизонтом, на горизонте у нас мото-автоконтент, вот. Вы уж, если не сложно, подпишитесь на канал, потому что скоро придется поддерживать. Я там на мотоцикле буду кататься, да. Ну и там машинки там хотел немножечко пообклеивать, там, со всякими там, вот недавно вот с Завозиным, с Булкиным. Кстати, у господина Завозина скоро ролик выйдет, как мы там... Всем привет. Сашка здесь, Гришка здесь, все здесь. Вот они, красавчики, все. Тайна раскрыта, короче, все. У пацана в социальных сетях. И на канале Гриши и Булкина. Так что ждите, будет разрывная. Да. Не буду рассказывать чего, ну, короче, поддержите, подпишитесь. Будет очень приятно, прожмите колокольчик. Ну, а ссылочку на телеграм-канал оставил в описании. Ну, либо вот так вот, опа, телеграм-канал. Добро пожаловать, это чтоб не пропускать стримы. Спасибо за подписки, ребят. Кому не сложно, подпишитесь. Добро пожаловать. Поехали. Зомби Чес. Ап. Все мы любим, чтобы нас пугали, да? Но Дом сжег. вы же нажали на это видео, значит вы это точно любите. А что если я вам скажу, что это новое видео и новые истории к нему настолько загадочны? Так, я человек простой. Я увидел, когда наших друзей, да, я сразу лайк поставил, колокольчик проверил. Все горит, все работает. Вот так вот, напоминаю, вот так вот вы отписаны, да? Вот так вот берете подписаться, оп, все. Сделай, пожалуйста, ссылочку на Зомби Чес тоже оставлю внизу в описании. Ну и мою подписчику тоже проверь, а то ты смотришь 32%. Без подписки. Мистические и пугающие, что вы еще долго о просмотренном будете думать. Гарантирую, на 98%. 98%. Заинтриговал? Не будем тянуть. 10 самых страшных видео за последнее время, которые напугают 98% людей. Как, почему 98? Почему не 96, не 95? Почему 98? Это какая-то статистика была, чешо. И именно ты попадешь в 2%. Проверим. Вы на канале Зомби Чеза. Начнем. Вообще не страшно, смотри. Смотри, я в 2% попадаю, смотри, фиксируй. Знаете ли вы про мифическое существо Виндиго? Очень популярная легенда во всем мире. Автор данного ролика утверждает, что именно это существо он снял на видео. Я просмотрел этот ролик, и знаете, давно я такого не видел. Мурашки по коже от просмотра гарантирую. Ну давай уже, все. Автор видео по имени Джесси действительно столкнулся лицом к лицу со странной ситуацией. Находясь в лесу возле своего дома, он начал слышать странные звуки. После он увидел красные глаза, смотрящие на него. Но думаете, что все на этом закончится? Смотрим, что будет дальше. Oh my god. The other one's right here. Where'd they go? I got one. I can hear him screaming from that side. I could hear him screaming. Look how high this is, guys. Man, I knew they were... Oh! В подобных видео при первом взгляде сложно сразу понять, кто или что это кричит. И вообще, не наложен ли звук. Тем более автор утверждает, что это кричит то самое мифическое существо Виндиго. Но верить автору на слово... Однако, где Виндиго-то? Джесси продолжила осматривать прилегающий к его дому лес, пытаясь найти источник звука. И он встретился, вероятно, с тем, что издавало этот крик. Так, внимание. Вот оно. Так, опа. Oh, another one. А вот сразу видно, не смотрит канал Хартплей. Надо как? Как надо делать? Как? Ну как надо делать? Все правильно. Ты же в лес-то идешь не один. У тебя что с собой всегда есть? Что?
Прямо сейчас останови видео, напиши в комментариях, что обычно надо брать с собой в лес. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Правильно. Да. Нож. Вот сразу видно тоже неопытного человека. Что с собой надо? Сайга. Вот. Правильно. Ты так вот такой, ой, ты кто? Это ты... А где это ты такой там Ой, как страшно. Как страшно. Сам вот так вот аккуратненько, вот так вот плечико вот так вот подложил, да, вот так вот к деревцу вот так прижал, и вот так вот, знаешь, на коленочку вот так встал, ноженьку немножечко под себя поджал, вот так вот раз, из-за деревца так вот аккуратненько. Щендермекерме! Вот так вот. Насыпал туда раз 5. И все. И все хорошо. И тишина, и спокойствие, и сразу глазки не светятся, звуков нет. И только слышно, кто-то по кустам побежал, попердывая. Вот, поэтому, ребят, надо подписаться на канал. Я же тебе говорю, это... сразу видно. Что это такое? Show yourself! Вот, видишь? Что это такое? Красноглазое существо можно четко видеть на видео. Оно из... Не, тут метров... Стопроцентный вариант. Стопроцентный. Он даже не за деревом стоит. Прям только... Так вот аккуратненько. Оп, рученькой вот так вот. Хорошо пойдет прям. Идеально. Только... На дереве висит, потом дома взял чучело, сделал, повесил. Говоришь, олень вроде, не знаю. То ли олень, то ли не олень. Он висит что-то. Издает до мурашек пугающий звук, который, по мнению некоторых людей, исходит от волка, а не от мифического какого-то существа. Однако все вот-вот изменится. И то, не надо никогда разбираться, кто там стоит. Вот это вот типичная ошибка новичка. Зачем? Зачем разбираться, кто стоит в ночном лесу и пугает тебя? Надо сначала что? Правильно, насыпать туда как следует, а потом уже разбираться. Правильно, да. То, что снял автор видео Джесси, напугает и удивит каждого из нас. Вы видели это? Что-то похожее на какую-то гуманоидную фигуру, прячущуюся на верхушке дерева. Я не... Тебя еще раз говорю, неважно что, неважно, какая разница, сидит он на дереве, либо стоит он метров 20 в 15, какая разница? Какая разница, у тебя же удлиненный магазин на 10. Все будет хорошо, милая. На земле-то все проще рассмотреть. Зачем там голову задирать? Кто там на ветках чухается? Взял, насыпал туда так же, и все, через ветки. Не уверен, что это за смотри, существо, зараза но оно сидит, явно пугает. умело ползает по деревьям. О. Напуганный автор все равно продолжил снимать видео. Ничего себе, тепловизором тут хищника, что ли, напугать хотели? И вот что происходит дальше. О, слыхал звук? Там револьвер, что ли, блядь? Магнум, ёпта! Вот с таким стволом, блядь. Поэтому я вот что взял. Боже! Спал с патроном. I got something screaming down there. Я думаю, что он не убегает. Все понятно, почему. I don't know what this is, man. Something
screaming down there, man. Something real big, guys. Обосрался бы я знатно, такое, конечно, услышал. Ты когда опасность какую-то видишь, ты в другую сторону беги, дурак. Если медведя увидел, не надо на него бежать. Ты от него беги в другую сторону, сынок. Куда ты? Что за команда? Вы видели? Из темного леса Из-за выглядывает леса, из-за пара гор. глаз прямо перед ним. Думаю, что автор сразу же даже и не заметил. Не Вероятно, заметил, это конечно. существо следит за ним. Что думаете? Это мифическое существо, как утверждает автор, Виндиго? Или обычное животное по типу волк или лось? На дереве, ёпта. Блять. Голову, прикинь, поднял, лось смотрит на тебя. Метров с 30 съели. Вот так вот смотрит. Думаешь, блин, нихера себе. Это сколько же мы выкурили, говорит, вчера? Сигарет, говорит, что лось на дереве сидит. Вервольф, да? И лось думает, нихера, брат. Как я на дерево попал. Так, тихо. Так, тихо, здесь страшные видеоролики. С тобой нельзя ничего смотреть. Вроде, говорит, вместе с лосем пили, говорит, слезай давай, дурак. Запись не выйдет у вас из головы Тяжелось. очень долго. Как утверждается, кадры реальные. Причем Так. они были найдены на утерянной камере, Ну, которая конечно, на какой же еще камере? Всегда принадлежала теряю. пропавшим без вести подросткам. Ага. Кадры очень жесткие и жестокие. Некоторую часть по правилам Ютуба мне придется замылить, но суть вы все равно увидите. Смотрим. Где стоят, там В и суть. 2008 году в Так. Англии пропали 4 мальчика-подростка, которые не Хрена себе мальчики. были найдены, только их машина, припаркованная на заброшенной ферме. Камера, обнаруженная в их машине, содержала кадры последних Вот часов он. Часы пробили. По распорядку на обед. перед их исчезновением. И это страшная реальная запись. Персонажи ролика шутят, пока Длинный туннель. Мискузи. Mi scusi. Mi scusi. Так, тихо, надо настроиться. едут на машине, но по дороге попадают в жуткий туннель, ведущий на ферму Брумхолл. Знак предупреждает их, что здесь А в туннеле только... Создавай взвод. Все, тихо, блядь. Сука. Тихо! Да... Блядь. Дайте посмотреть, ребят. Что вы начинаете, блядь? Роберто! нет сквозной дороги. Сквозная Вскоре дорога. парни понимают, что потерялись, а GPS на их Куда? В туннеле потерялись? В туннеле потерялись. Что, совсем дебилы? 4 человека, блядь, куда вы? В туннеле потерялись. У него есть вход и выход, въезд и выезд. Вы что, совсем сумасшедшие. телефонах перестает работать. Они находят мертвого О. кролика, и один Не понял. Пацаны наши пали где-то. В 2008-м. Помянем. Почему именно кролик? мальчик утверждает, что заметил Ёпта. фигуру в маске. От этого Надо всем в чате, да-да, F братику. всем становится только страшнее. Независимо Хэштег от того, помянем. как долго они едут по прямой, они оказываются у одного и того же дорожного знака. Через несколько Чего? часов они наконец выходят из автомобиля, идут пешком и снова оказываются у ворот Зачем они вышли из автомобиля? Зачем? фермы. Конец видео жесткий.
Исходя из просмотренных кадров, неизвестный маньяк в маске нападает на подростков и жестоко над ними расправляется. Часть кадров детально показаны. Очень удивительно, что мы видим такие жесткие кадры, и пугает то, что это вполне могут быть реальные кадры. Без замыливания. Более подробная информация о произошедшем вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале Чизоид, не кликбейт. У меня чуть эти перепонки там, кто на колонках смотрел, добрый вечер. Пост за 15 февраля. А также, раз туда перешли, вы можете найти там новые эксклюзивные видео, которые не найдете в ютубе и в целом в интернете, по множеству причин. Все эти эксклюзивчики доступны только в нашем телеграм-канале Чизоид. Ссылка на экране и в описании под видео, а мы продолжаем. В этом видео отец снимал свою дочь на телефон, когда та гуляла Бурная фантазия. Поехали. по вечернему парку, когда происходит странная мистическая ситуация, которая вызывает очень много вопросов. Трудно расслышать, что именно отец говорит своей дочке, когда та подходит к нему по тропинке. Взгляните, сможете ли вы заметить сразу же что-нибудь странное? Там на заднем фоне вообще чувак в черном каком-то этом одеянии стоит так-то. Сначала вы, вероятно, ничего не увидели, но если мы замедлим видео, сразу за кустом можно увидеть пару ног или, возможно, тень. Когда отец с дочкой осматривают куст, то там ничего и никого нет. Еще одна странная деталь, на которую обратили внимание. Что это за теневая фигура стоит вдалеке сзади девочки? Тебя изначально это не напрягло, нет? И что девочка от этой фигуры идет? То есть как бы за кустом вот напрягло, да? А то, что этот эксгибиционист в плаще стоит на голое тело, это как бы никого, да? Не напрягло. Хотя там вдалеке вполне может стоять просто человек. Ну, конечно. Однако исчезающие ноги из-за куста реально загадка. Куда они делись и кому они принадлежат? Енохала, давай поиграем. Догони меня. Давай поиграем, Фредди. Невероятно пугающее было замечено в зеркале. Автор видео утверждает, что его ночью разбудил какой-то странный свет и шум. Когда он освещал фонарем комнату, заметил жуткий силуэт в отражении своего зеркала. Существует множество легенд и историй, связанных с... Ой, я вот это вот боюсь, если честно, я без шуток сейчас говорю. Вот эти вот все зеркала, вот у меня почему-то, то ли я в свое время вот этих вот фильмов страшилок насмотрелся. Может, и не я один такой, как-то вот меня почему-то вот, знаешь, как всегда я в зеркало смотрю, думаешь, не дай бог, что-нибудь там увидишь, это все, это добрый вечер сразу будет. Ага, что-то такое есть вот. И зеркала часто используются в паранормальных ритуалах. Это видео от пользователя YouTube по имени Ли Фаррелл. По словам ютубера, поздно ночью его разбудил мигающий свет. Он взял фонарик и камеру, чтобы запечатлеть происходящее. Взгляните на... Ну, конечно, я с фонариком и камерой-то, они у меня всегда рядом с кроватью, прям под рукой. Камера и фонарик, конечно, да. то, что он увидел. Ага. Вот, пожалуйста. В зеркале мы видим тень, напоминающую человеческую фигуру. Ой, какая красивая фигура. Талия, смотри, какая узкая. В принципе, говорит, и не страшно. Он один дома, поэтому понятия не имеют, откуда может исходить тень. Но каждый раз, когда он проводит светом по зеркалу, эта тень Смотри, ну что ты хорошая, что ты начинаешь? Это суккуб. появляется. Тень не совсем очерчена, но определенно кажется, что она имеет форму человека. Ютубер освещает... Ну, очень такая хорошая, с пучочком, смотри, на голове. Хорошая.
комнату, показывая нам, что вокруг него никого нет. Что бы ни вызвало эту тень, кажется, что оно существует только в зеркале. Некоторые считают, что зеркала могут быть порталами в иной мир. Так является ли эта причудливая тень чем-то, что наблюдает за нашим миром через зеркало? Что думаете? Знаете, насчет того, когда вот раньше, когда человек в мир иной отходил, да, зеркала в доме накрывали. Мы ведь с вами докопались, это пошло из, да, очень из древних вообще времен-то, вот это все, вот это вот карусель. Так что тут такое. То, что Камера использовались в видеонаблюдения, ритуалах, установленная возможно. в комнате младенца, запечатлила невероятно жуткое происшествие. Вероятно, вы подумаете, что это фейк, ведь тут реально происходит... Ну, вообще, я не знаю, как раньше. Сейчас говорят, чтоб, типа, усопший не вернулся с того света домой. Но почему именно зеркало? Типа, он в него смотрелся, там та-та-та, и там как бы он из того мира. Короче, вот это, да. До сих пор, между прочим, да, накрывают зеркала, если чё. Ну, по крайней мере, у православных, вот так вот скажу. У мусульман не знаю, и у других религий. Может быть, напишите в комментариях, но факт остается фактом, да. Происходит нереальное. Графика стопроцентная, прям видно графику. Стопроцентная графика. Камера располагается над детской Очень палевная, прям графика такая, прям малобюджетная. кроваткой. Что-то зловещее стало взаимодействовать с ребенком. Прям. Смотрите. Невероятно. Малыш начинает левитировать, затем в ближайшем углу появляется темная фигура. Темную сущность четко можно разглядеть. Вскоре оно исчезает, а младенец плавно возвращается мультик, обратно в да-да-да. кроватку. Вероятно, это короткий качественный хоррор-ролик, хотя источника как такового нет. Как будто с В игры любом с какой-то, случае, да. фейк не фейк, но получилось происшествие очень пугающим. Что думаете? Ну, такое. Велосипедист-экстремал катался со своими друзьями ночью по горным лесным тропам. Вскоре перед ним и его друзьями появилось что-то странное на пути. Оахака, Мексика. Однажды вечером после наступления темноты автор и его друзья выезжают на тропу, по которой они уже много раз ездили, но в этот раз все принимает ужасающий оборот. GoPro камера записывает весь маршрут, когда GoPro? Серьезно? GoPro. Ладно, окей. происходит что-то, от чего мурашки бегают по всему телу. Я могу вам снять GoPro видео, вы увидите там качество. Видели? Что-то или кто-то появляется из ниоткуда, и велосипедисту едва удается обогнуть фигуру в темноте. Смотрите в замедленной паузе. Закутанная в бархат, достаточно полупрозрачная, можно видеть что-то похожее на... А не дерево ли это? Я думаю, что это вообще дерево. Ребята, а это вообще пень, по-моему. И рядом вот ветки. По-моему, вообще это деревцо растет. Вот оно. Угу. Можно видеть что-то похожее на лицо. Я думаю, очень что тревожное да. лицо. Многие, посмотревшие это можно видео, уже, полагают, да. что он захватил печально известную плачущую женщину из мексиканских легенд Ла Llorona. Но на самом деле, что это могло быть? Что вы думаете? Пишите в комментариях под видео. Да не, пень 100%. Пень и кусты, да. Неизлечимо больная бабуля ведет себя странно. Такое ощущение, что прямо перед ней стоит что-то не из мира сего. Вот если б лось на пне сидел. Представляешь? Едешь мимо, и лось на пне сидит. Это я бы, конечно, испугался. Смотрите, видео до мурашек. Эта бабушка ведет себя немного странно. По ее словам, маленькая девочка, одетая в розовое, стоит у ее кровати. Стоит отметить, что женщина ничего... А вот это вот уже такое.
Сейчас объясню почему. Подобного не говорила, только в этот момент, что и делает это видео еще более странным. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? The pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese. Or Chinese? party toilet. Harder. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. Есть Очень странное видео. Есть одна тема, то, что, ну, перед, так скажем, уходом в мир иной, да, я не говорю конкретно за эту женщину, а вообще в целом, то, что говорят, вот как дети маленькие, то есть люди видят, да, вот как говорят, маленькие дети, там, до, по-моему, года, да, они видят всяких ангелочков, там, душ, там, еще что-то, ну, это, кто в это верит, тот верит. И вот говорят старые люди. Это очень часто, перед тем, как они уходят, они начинают, как у них, как вот эти вот, открывается, типа, вот это вот зрение, или как оно там правильно называется, и они начинают видеть разные вещи, да. Хорошие, плохие, то есть они поэтому у них очень часто, если вы замечали, блуждающий такой взгляд, то есть они находятся в таком как простракции, и они, ну, как говорят вроде как то, что они видят, да, что-то. Но это опять же можно списать на уже плохое состояние, на состояние вот этой, как она там правильно, не эйфория, а как она называется, типа то, что этот, ну, короче, вы поняли. В общем, тут вот странное видео. Такое. Не хочу мозг засирать, но такое, да. Определенный феномен, который часто случается, когда человек близок к смерти. Многие, кто пережил околосмертный опыт, сообщали, что видели умерших родственников или людей, которые другие видеть не могут. Хотя это может показаться пугающим переживанием, психологическое явление. Так все же, что вы думаете, предсмертные переживания в голове или реально женщина видела призрак девочки в розовом? Это событие... Такой он ролик. Такой, ребят. Не могу ничего сказать, не знаю. Странно, спорно и непонятно. Повторюсь, я больше не особо во все верю, но такое. Было снято одиноким исследователем школы, которая заброшена уже десятилетия. Огромные пустые коридоры и пустые классы. В школе Ненавижу длинные темные коридоры. Ненавижу. Что когда на заброшку ходим, что еще куда-то. Уже 10-й раз повторяю одно и то же. Как только я вижу эти конченые длинные коридоры, у меня внутри все сжимается. Просто. Я не знаю почему. Вот именно коридоры. Не темноты самой, а именно вот эти коридоры. Не знаю, почему именно какие-то вот коридоры, где есть направо-налево входы-выходы. Почему-то всегда кажется, что кто-то выйдет. В школе полностью отсутствует жизнь. Или так кажется. Человек, исследующий и записывающий на камеру это место, говорит, что это место производит устрашающее состояние от головы до ног. Автор утверждает, что он сталкивался много с чем странным, мистическим в своей жизни, но этот момент ни с чем не сравнится. Поздняя ночь. Исследователь входит в захудалую начальную школу. Детская травма? Нет. Нет детской травмы. Просто, наверное, это после заброшек, наверное, я начал понимать. После заброшек, да, я начал понимать то, что... Знаете, где кадр есть, если вы внимательно посмотрите? Помните лагерь?
Заброшка с лагерем. Все, я вспомнил, да, когда я первый раз это почувствовал. Заброшка с лагерем, когда я в окно заглядываю, когда я еще не зашел вовнутрь вот этого, да, здания основного, то есть я просто фонарем свечу, и вот этот вот даже тактический фонарь, он не пробивает до конца. Вот, так что вот тогда я уже почувствовал немножечко, да. Скорее всего, может быть, с фильмов ужасов. Где-то что-то посмотрел, запомнилось, тоже имеет место быть. Имеет место быть, да. Так что... Он идет по полуразрушенным коридорам, где он сразу же чувствует себя неловко. Покинутые предметы в классе делают это место еще более жутким. Автор продолжает исследование, и сразу же кажется, что в этом месте есть еще кое-что очень пугающее. Где-то в здании слышится очень слабый крик. Сразу после этого автор оборачивается и видит движущуюся фигуру по комнате. Он бежит убедиться в том, что видел, но там никого нет. Странно. Будто эта темная фигура просто растворилась в воздухе. Слушай, ты бы хоть потише немножко сделал, а обосраться можно. Ёпта. Так. Это все очень быстро читается. Свет стоит на месте. Это не свет, не тень от этой. Стоит, видите, на месте? Стоит на месте. Склейки здесь нет. Он ведет. Камера стоит. Пропадает, когда ровно в пучок света попадает. И уходит. Да, шляпа. Это от чего-то отблеск. Нет, 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 не верю. Это лось. Очень громкое видео. Но смотрится крипово. Можно немножко трухануть. Очень спорно. И еще странно, это резкое падение температуры в комнате. Когда автор исследовал другую часть здания, с ним произошло еще кое-что странное. Пена, прекрати, пожалуйста. Да ты бы, сынок, если бы такое увидел, ты бы вышел через заколоченное окно. У тебя бы камера из рук упала от неожиданности. Просто бы была бы, дупло бы в стене проделал. Ты что, ты с ума сошел, что ли? Да, да, эй, да, ой, господи.
scared the hell out of me. Excuse my language. Heart is racing. Thought it was a person standing there. It's a toy. Look at this. Кукла довольно-таки жуткая, но странно, кукла падает сама по себе, когда исследователь входит в помещение. Может, она сама по себе двигается по зданию школы, а при людях стесняется это делать? Вот и притворилась мертвой. Жуткие кадры были загружены Там или бубенчики, да, размером с кулак из титана. на YouTube. Мальчик из Норвегии прогуливался Но в манекен, хочу отметить, стрёмный. Маска очень стрёмная. Такая прям. местном парке, когда заметил такое странное явление. Кажется, одна из качелей двигается сама по себе. Импульс качели остается устрашающе долгим, более минуты. Первоначальная реакция на отснятый материал. Мальчик толкнул качель и отбежал назад, а затем начал снимать, что вполне возможно. Но это совсем не объясняет, как шина сохраняет свою скорость. Некоторые пришли к выводу, что это дело рук чего-то паранормального. Ну возьми, останови. Камера наблюдения в популярном торговом центре Китая засняла что-то жуткое, происходящее поздно ночью. В июне 2020 года сотрудник торгового центра пришел открывать магазин, когда обнаружил, что детская коляска каким-то образом переместилась в центр помещения. Сначала начали подозревать, что это мог быть грабитель, поэтому проверили камеры безопасности. То, что они увидели, шокировало. Поздняя ночь, все сотрудники и клиенты разошлись. Коляска каким-то образом катится по комнате. Ближе к концу видео вы можете увидеть, как кукла внутри коляски тоже начинает двигаться. Зрители даже заметили, что по комнате летают какие-то шары, но это может быть пыль. Так действительно камера наблюдения зафиксировала в магазине. Да ну это опять, кринжово смотрится, пойдет, ладно. В магазине привидения, или это всего лишь фейковое видео? Как считаете? Прямо, да, на камеру вот она выехала, да. Прям в камеру. Именно вот прям вот в камеру. Раз вы досмотрели до конца, значит вам понравилось это видео, эта подборка. Надеюсь, это так. Поставьте лайк для моей мотивации создавать все круче и чаще новые видео. Коммент приятный также не забудь поставить. Я его обязательно прочитаю. Надо. А мы сейчас проверим. Вот он читает комментарии. Сейчас мы... сейчас, как там? Оставил. Да ёп. Оставил приятный коммент. Вроде и поддержал, и приятно. Вот, зомби-час, если увидит, он лайкнет. Да. Сердечко поставит. Ну да. Так. Читаю и, вероятно, даже отвечу. С вами был Зомби Чез. Пока. Слушай, как всегда, страшилочка, такая, вот с бабулей напишите в комментариях, что думаете, интересно. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем добра, удачи, встретимся в следующих видео.